Привет, игроманы! Сегодня команда Game Room Игры-новинки снова собрала потрясающую коллекцию игр, в которые стоит погрузиться в этом месяце. Если вы жаждете новых эмоций или просто ищете захватывающие миры для игры, то вы попали по адресу. Среди них The Last of Us Part 2 Remastered, Graven, Like a Dragon Infinite Wealth и многое другое. Итак, настало время отправиться в захватывающее путешествие по миру видеоигр в этом январе. Но прежде чем мы начнем, пожалуйста, подпишитесь. А теперь давайте углубимся в детали и узнаем, в какие игры стоит погрузиться именно в этот месяц. 11 января в цифровых магазинах появится симулятор атомной электростанции, где игроки смогут пережить приключения, подражая Гомеру Симпсону, и в то же время предотвратить расплавление ядерного реактора. В ходе игры главному герою придется выполнять разнообразные, иногда необычные задания, от замены поврежденных деталей до проведения детских экскурсий по станции или даже ловли радиоактивных крыс. В определенный момент игрок столкнется с таинственным прошлым энергоблока и даже попытается спасти мир. Если данная игра заинтересовала, она будет доступна в Steam с русскими субтитрами. 17 января выходит Atlas Wept, ролевая игра в ретро-стиле, которая сочетает пошаговые бои с динамичным действием. События разворачиваются на далекой планете, полной загадок и тайн. Игрокам предстоит управлять двумя группами детей, каждая из которых отправляется в тестирование. Персонажи Чарли будут исследовать источники зловещей силы, стирающей личность, в то время как Люси пытается узнать правду о существовании робота-собаки по имени Гиги. Разработчики обещают глубокий и увлекательный геймплей, где каждое решение и выбор будут иметь важные последствия. Хотя русский язык в игре не заявлен, уже можно опробовать демо-версию. 18 января фанаты Prince of Persia The Last Crown обрадуются выходу новой части этой платформенной игры с элементами метро. Это первая игра серии за последние 13 лет, в которой создатели решили вернуться к корням франшизы, однако с некоторыми изменениями. Игроки возьмут под контроль Саргона, которому было поручено спасти принца, похищенного и удерживаемого в плену. Герой отправляется в путешествие, исследуя обширные локации города Гав, преодолевая препятствия, ловушки и сражаясь как с обычными противниками, так и с боссами, чтобы раскрыть новые способности для более эффективного прохождения. Зарубежные СМИ уже ознакомились с игрой и опубликовали первые отзывы, способные развеять скепсис поклонников легендарной трилогии нулевых. Судя по их материалам, этот экшен-платформер, являющийся удачным гибридом Legends, способен увлечь геймеров на 25-30 часов игрового времени, а после завершения игры оставить у них приятные впечатления. 18 января выходит Bulletstorm, шутер от первого лица, разработанный People Can Fly в далеком 2011 году. Эта игра была тщательно адаптирована под виртуальную реальность. Игрокам предстоит вновь примерить роль бывшего киллера Грейсона Ханта, оказавшегося запертым на заброшенной планете-курорте. Но он не одинок, ему помогает бравая команда наемников, также полная решимости отомстить коварному командиру-предателю. Из трейлера видно, что в игре сохранены классические перестрелки, разрушительная комбо и система подсчета очков. Разработчики также добавили полностью переработанный режим под виртуальную реальность и новые элементы управления. Важно отметить, что игра останется с поддержкой русского языка. Erklands — это минималистичный градостроительный симулятор с элементами ролевой игры, который предлагает возможность стать магом-изгнанником. Главный герой был изгнан из своего дома за смелость соперничать с могущественным волшебником, находящимся у власти в этом мире. В этой игре игроки будут заниматься строительством и развитием своего укрытия на острове, полном опасностей и населенным враждебными существами. Они привлекаются магией, и для защиты родного дома от внешних угроз все средства хороши. Здесь вы найдете прокачку способностей героя, добычу редких ресурсов и артефактов, вербовку ценных союзников, а также создание целого религиозного культа. Игра выходит в Steam 19 января, но, к сожалению, без поддержки русского языка.
19 января на PlayStation 5 выходит обновленная версия игры The Last of Us 2, сиквела знаменитого экшена от Dog. Новое издание предложит множество технических улучшений, включая увеличенное разрешение текстур, повышенную детализацию объектов, улучшенные тени, ускоренные загрузки и поддержку особенностей контроллера DualSense. Разработчики обещают два режима работы: качество, предлагающее разрешение в 4К, и режим производительность с разрешением 1400p, которое масштабируется до 4К. Еще один режим будет ориентирован на владельцев телевизоров с поддержкой переменной частоты обновления. Помимо технических улучшений, игра получит новый бонусный контент, включая набор ранее вырезанных сюжетных эпизодов, режим No и режим свободной игры на гитаре с возможностью разблокировки дополнительных музыкальных инструментов, выбора локаций и переключения персонажей. Владельцы оригинальной игры смогут приобрести The Last of Us 2 для PlayStation 5, включая весь новый дополнительный контент, всего за $10. Сохранение из оригинальной игры можно будет перенести в ремастер. Howl, тактическая сказка, вдохновленная европейским фольклором, выходит на домашних консолях текущего поколения 23 января. Игроки окажутся в одиночестве в мире, пораженном чумой, наслаждаясь красочным графическим оформлением, созданным с использованием так называемых живых чернил, плавном художественном стиле, который визуализирует историю. В течение игры доступно 60 уровней, разбитых на 4 главы. По мере прохождения игроки будут открывать новые умения, которые помогут им преодолевать разнообразные препятствия и справляться с более сложными врагами. Грейвен, приключенческий экшен от первого лица в фантастической вселенной, наконец-то покинет ранний доступ в конце этого месяца. Игра была представлена в раннем доступе еще в мае прошлого года и представляет собой темную фэнтезийную головоломку, объединяющую классический первоначальный Quake с элементами Metroidvania и традиционных RPG. В роли главного героя выступает несправедливо осужденный священнослужитель, восставший из мертвых, чтобы, прибегнув к заклинаниям, мечам и разрушительным оружием, справиться с предателями. Над разработкой игры работала команда известной студии 3D Realms, в которую входят опытные ветераны игровой индустрии. Некоторые из них принимали участие в разработке шутеров еще со времен Rise of the Triad. Нельзя не ожидать чего-то необычного от игры с такой культурной подоплекой. И ждать ли нам обычного проекта или нет, узнаем уже 23 января. Серия Якуза, полюбившаяся многим, получившая название Like a Dragon или Как дракон, представит свою новую часть под названием Infinite Wealth, выход которой запланирован на 26 января. Сюжет новой игры расскажет о приключениях бывшего члена японской банды по имени Ичибан Касуга, который отправляется на Гавайи в поисках своей матери после событий предыдущей части. Но, как обычно, все идет не по плану, и Касуга оказывается втянутым в преступный заговор. Действие игры Infinite Wealth будет происходить сразу на двух огромных территориях — в Японии и на Гавайях. Новый проект серии Якуза, в отличие от предыдущих игр, выделяется менее серьезным тоном повествования и наличием пошаговой боевой системы, которая заменит ранее используемую систему реального времени. В перерывах между сражениями игрокам предоставляется возможность заняться более спокойными занятиями, такими как участие в мини-играх вроде серфинга, караоке, полетов на параплане, а также участие в необычных драках с соперниками вроде гигантской акулы или осьминога. 26 января выйдет новая часть популярной серии файтингов от Bandai Namco, чья история уходит корнями в далекие 90-е годы. В этой игре игроки смогут сразиться как с новыми персонажами, так и с культовыми героями, известными из предыдущих частей. Среди них будут такие легендарные фигуры, как Кинг, Пол Феникс и даже Джин Казама, который вернется в строй после 25-летнего перерыва. Основные нововведения 8-й части касаются арен, которые будут динамически изменяться прямо во время игры. Игрокам также предстоит столкнуться с экстремальными ситуациями, такими как торнадо, гигантские волны или пожары, которые напрямую влияют на ход поединка. Еще одним новым элементом станет система хит, призванная поощрять игроков за агрессивный стиль игры. Накапливая очки в системе хит, геймеры смогут разблокировать специальные приемы и бонусы к уже имеющимся индивидуальным навыкам персонажа.
концу января, точнее 31 числа, на смартфоны с операционными системами iOS и Android, а также на ПК, планируется выпуск игры под названием One Punch Man World. Это условно-бесплатный многопользовательский экшен, основанный на популярной манге и аниме. В этой вселенной главный герой является самым сильным персонажем, способным победить любого противника одним ударом, что приводит его к чувству скуки. В данном проекте игрокам предстоит открывать и улучшать персонажей из сериала, которые будут выполнять повседневные задания супергероев, участвовать в сюжетных миссиях, объединяться с другими игроками для схваток с могущественными врагами и принимать участие в ключевых событиях из аниме. В битвах будет очень важно идеально проводить уклонения и сочетать навыки в комбо. Кроме боев в реальном времени, разработчики обещают открытые исследования футуристического мегаполиса, где игроки смогут выполнять необязательные задания и участвовать в разнообразных мини-играх для улучшения своего персонажа. Благодарим вас за просмотр. Надеемся, что вы нашли что-то увлекательное среди наших рекомендаций. Не забудьте поделиться своими впечатлениями в комментариях ниже. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые обзоры игр, и оставайтесь с нами для более захватывающих игровых приключений. Мы также приглашаем вас присоединиться к нашим группам ВКонтакте и Discord. В этих сообществах вы сможете обсудить игры, получить ценные советы от опытных геймеров и поделиться своими впечатлениями. Мы ценим вашу активность и готовы создать пространство для настоящих ценителей игр. Спасибо за просмотр и до новых встреч на Game Room Игры-новинки, где всегда все делается с душой. Why you try to box me in? I got the key to unlock. I know the locksmith, optics, speak of the lost. I'm eating lobster, chopsticks.